Рыбки мои, привет! Сегодня мы попадем с вами в святая святых каждого султанского гарема и узнаем, чем же таким странненьким занимались в своих спальнях великие падишахи Османской империи со своими многочисленными наложницами. А кто скажет, что я свечку не держал и типа ничего не знаю, пусть обломают свои злобные язычки. Османская бюрократия была настолько развита, что нам известен не только полный перечень платьев султана, например, но и то, сколько раз у него было и как. На каждом акте султанского размножения присутствовали около 4 евнухов плюс охрана. Так вот, откуда, а еще из личной переписки мы знаем, какие любовные странности предпочитали султаны, и это все равно, что не успеть почистить историю браузера перед смертью, страшнейший кошмар каждого. Так муж Фатьмы Султан, дочери Сулеймана, Мустафа Паша, прославился гомосексуальными оргиями. Он совершенно не обращал внимания на свою жену, а оттого в скорости лишился не только должности, но и жизни. Так Фатьма писала своему отцу: «С тех пор, как я живу здесь, не было у меня ни часа счастья, не надела я ни одну из своих праздничных одежд, я воскресла из мертвых, как вдова, и умоляла разрешить ей развестись. Мой султан, дорогой отец, позволь мне одеваться лучше в тряпки из грубой шерсти, чем в тряпки грубости. Позволь мне есть ячменный хлеб, просто позволь мне жить в твоей тени». И, кстати, насчет Сулеймана, раз уж мы о нем заговорили, он давал водить себя за нос одной русинке убогой, как писал польский дипломат в 17 веке, и если кто не догадался, то убогая русинка – это Хюррем, и она уж точно водила Сулеймана за все выступающие части тела. Особенно мне нравится, как она просила денег. «Мой султан, все, что я прошу, ваше благословленное сердце мне вашей рабыни посылает. Поистине вы знаете, я не воплощу задуманное, моя душа будет страдать. Аллах свидетель, только на кухню я потратила 50 тысяч акче. Остатка не хватило бы на мои расходы». Обратили внимание, как ненавязчиво, да? Не то что современные девушки, лишенные изящества и манер. А вот Абдулхамид, который до 49 лет жил в золотой клетке в качестве султана-заменителя на случай его непредвиденной смерти, едва не лишился потенции и вынужден был обратиться к докторам с тем, чтобы они его излечили и дали вкусить плоды, которых тот был лишен столь долгое время. Доктора поработали настолько хорошо, что султан сделал 22 ребенка. Но даже при такой завидной плодовитости извращенцем он был еще тем, и все в лучших традициях фильма «50 оттенков серого». Но вы удивитесь, униженным предпочитал быть сам султан. «Моя Рухшах, пусть твой Абдул-Хамид станет твоим рабом. Аллах, который создал мир и вселенную, не может наказать без вины человека. Я умоляю тебя, побалуй меня вечером своим присутствием. Не сделав этого, ты можешь стать причиной моей смерти. Я жажду прильнуть к твоей ноге своим лицом». Ну, вы поняли, да? К ноге лицом, красненький кляп, латекс и масло. Интересно, чем в то время заменяли латекс? И если знаете, пишите в комментариях. С вами канал Великолепная История. Всем удачи и пока.